У меня 9 титульных поясов по всем категориям. Причем я думаю, что за всю историю ни один мужчина и ни одна женщина не зарабатывали столько поясов. И когда мои конкурентки выходят на ринг, я им благодарна. Они боятся, но выходят. Значит, они уже смелые, раз преодолевают страх. Представляете, какая у них мотивация? Они спят и видят, как бы выиграть. Но я на своем месте, я сильнее. Добро пожаловать снова на канал На Связи. Жмите на лайк, подписывайтесь и включайте уведомления, если еще этого не сделали. Ведь сейчас мы поговорим о всемирно известной спортсменке-боксере, непобедимой чемпионке Наталье Рогозиной. Приветствую, друзья! Перед тем, как начать наш сегодняшний выпуск, хотел бы порекомендовать вам канал Махач. Это новый промоушен из Украины по кулачным боям. Кому эта тема также близка, переходите по ссылке в описании. А мы начинаем! Наталья Рогозина – одна из лучших женщин-боксеров в истории этого вида спорта. Родилась она 5 апреля 1976 года в казахстанском городе Абай Карагандийской области. Родители девушки имели русские и татарские корни, но сама девушка считает себя россиянкой. Немцы еще в прошлом году предлагали мне паспорт и возможность быть вовлеченной в подготовку к играм либо в качестве действующей спортсменки в случае утверждения соответствующих правил, либо в качестве члена Федерации бокса Германии, курирующей женскую сборную. Мне кажется, такой подход к имеющимся у меня опыту наиболее трезвый и перспективный. Однако немцам не отказала, как и представителям Казахстана, от которых также звучали подобные предложения. Я россиянка, и честь страны для меня превыше всего. Наталья с детства росла спортивной девочкой, однако первые ее мечты были связаны не со спортом и тем более не с боксом. Сначала юная Рогозина хотела стать стюардессой, и как бы это комично ни звучало, она отказалась от своей мечты из-за страха перед полетами, а уже потом в ее жизнь пришел спорт. Сначала это была легкая атлетика, где она была чемпионкой Казахстана и Азии в забегах на среднюю дистанцию. Потом кикбоксинг, там она завоевала звание заслуженного мастера спорта, дважды выиграла мировое первенство и 5 раз чемпионат России. В 1999-м она занялась боксом и добилась там результатов, из-за которых мы ее собственно и знаем. На любительском ринге уроженка Абая 5 раз побеждала на чемпионате России, дважды на чемпионате мира и Европы. Также становилась обладательницей Кубка мира. Среди профессионалов завоевала 7 чемпионских поясов во втором среднем весе и покорила супертяжелый дивизион. Рогозина дебютировала на профи-ринге 17 мая 2004 года, победив безызвестную боксершу из Литвы Ольгу Горбушенко. За первый год выступлений среди профессионалов карагандинка провела 4 поединка и во всех одержала победу, причем во всех нокаутом. В 2005-м она продолжила побеждать и довела свой рекорд до идеальных 8-0 и 6 нокаутов. Ну а затем вышла на бой за титул чемпиона мира. Ораниенбург, Германия, 2005 год. Наталья Рогозина против Моники Муаказанга. Наталья сильно превосходила свою соперницу в антропометрии, чем умело пользовалась с самого начала боя. Она выиграла первый раунд, а во втором сумела мощно потрясти Монику. Та сначала отошла в угол, попробовала обороняться. Но через несколько секунд уже возле другого угла ринга пропустила серию ударов, после которых оказалась на полу, и подняться на счет 10 уже не смогла. Нокаут. Так Рогозина становится чемпионкой мира. Победа над Муаказангой окончательно ввела ее в когорту элитных спортсменов страны. Она завела множество знакомств и даже дружбу с лучшими боксерами России – Поветкиным и Валуевым. У меня очень близкие друзья-боксеры – Саша Поветкин, Коля Валуев и еще Федя Емельяненко. Они приезжают ко мне в зал, очень помогают в подготовке. Когда после них прихожу на спарринг с девочками, уже не говорю про бой, лучше разбираюсь с соперницами. А с самим Валуевым она даже выходила в ринг.
Это было в Германии, и мне надо было подготовиться к бою. Коле через 2 недели тоже предстояли спарринги с американцами. Мы с ним сыграли, как это называется на боксерском сленге, в пятнашки – достать до плеча. Его тренер Зимит кричит: «Коля, давай быстрее!» Он отвечает: «Как же быстрее, тут чемпионка мира пришла вообще-то». Весело было. Но это именно игра была. А так, чтобы всерьез боксировать против Коли, вы что, это физически невозможно. Магдебург, Германия, 2008 год. Наталья Рогозина против Терезы Пероцци. Бой Рогозина и Пероцци был уникален тем, что на кону в нем стояло сразу 7 чемпионских поясов. Также это было противостояние левши и правши. Бой начался сразу в довольно высоком темпе. Рогозина старалась удержать противницу на дальней дистанции и разбивать ее джебом. Пероцци же, как и полагается более мелкой спортсменке, лезла вперед. Терезе стоит отдать должное, она сумела навязать хороший встречный конкурентный бой. Много раундов было практически равными. Но под конец боя она не выдержала темпа, начала все меньше бить и больше пропускать. А в финальном 10-м раунде и вовсе была на грани досрочного поражения, но сумела проявить характер и достоять до финального гонга. Екатеринбург, Россия, 2009 год. Наталья Рогозина против Памелы Лондон. Бой с Памелой Лондон был еще одним уникальным событием в женском боксе. Наталья – чемпионка мира в суперсреднем весе, лимит которого составляет 76 кг 200 грамм, набрала всего на 2 кг больше от своего боевого веса и вышла на бой с соперницей, которая была тяжелее ее почти на 30 кг. Несмотря на много меньший вес и, как следствие, силу и мощь, Рогозина уверенно компенсировала этот параметр другими своими преимуществами. В первую очередь это скорость и рост, а также длина рук. Рогозина умело передвигалась по рингу, держала удобную ей дистанцию и наносила много ударов. Памела довольно неплохо защищалась корпусом, но от раунда к раунду начала уставать, и ее защита становилась все менее эффективной. А в атаке за весь бой у нее получилось вообще мало. В нескольких моментах казалось чем-то странным и нереальным, что Лондон может продолжать бой, она пропускала серии сильных точных ударов одним за другим. И все-таки в 8-й двухминутке она пропустила точный удар справа в челюсть и рухнула на стил. Нокаут и история бокса, написанная на века. После боя Наталью спросили, что она планирует дальше делать и с кем она хотела провести еще бой. Лейла Али. Такой поединок мог бы состояться уже весной следующего года. Но, как часто бывает в профессиональном боксе, бой так и не состоялся, а поединок Рогозиной с Памелой Лондон был последний в ее карьере. А если бы он состоялся, как думаете, кто бы победил? Рогозина или Али? Пишите в комментариях. Кстати, про Лейлу Али я делал выпуск на этом канале, так что ссылка будет в описании под видео. На этой ноте, друзья, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать ни одного моего видео. Берегите себя, скоро увидимся!